Рысь является одним из самых интересных и красивых представителей семейства кошачьих. Зверь занесен в Красную книгу страны под первой категорией. Это означает, что зверю угрожает опасность полного исчезновения в связи с масштабным уничтожением этого великолепного вида. По величине рысь сравнительно небольшая кошка в сравнении с другими хищниками. Она представляет собой животное с коротким сбитым туловищем, голова круглая, уши с черными кисточками на кончиках. Голова большая, глаза желтые, на щеках шерсть более длинная, похожа на бакенбарды. Носовая часть широкая, хвост короткий, тупой, длиной 25-37 мм. Упоминая хищных зверей нашей страны, многие из нас чаще всего подразумевают волка или медведя, при этом незаслуженно забывая о рысе, которая является одним из важнейших звеньев лесной экосистемы. В этой истории главным героям довелось узнать цену преданности не только рыси, но и всех зверей в целом. Музыка. Произошел этот случай в одном из поселков средней полосы России, окруженном с нескольких сторон величественными хвойными лесами. Теплым июньским днем в поселок прибыла группа молодых парней на автомобиле. Сложно сказать, приехали ли они к кому-либо из родственников или же решили просто заняться туризмом, но то, как гости стали себя вести дальше, просто шокировало. Включив громкую музыку, они поставили автомобиль в тени раскидистого клена и стали распивать спиртное. Конечно, местные жители пробовали урезонить нарушителей спокойствия, но все их попытки, к сожалению, не принесли желаемого результата. Но после того, как на улицу вышла молодая девушка, приходившаяся внучкой пожилой доярки, ситуация заметно обострилась. Поскольку девушка была хороша собой, ее появление сразу привлекло внимание разгоряченных алкоголем молодчиков. Увидев, что красавица оставила их комплименты без внимания, молодые люди тут же предприняли попытку затащить ее в свой автомобиль. В этот самый момент произошло событие, которое впоследствии подвыпившие хамы будут вспоминать с содроганием и страхом. Дело было в том, что сразу после нападения на девушку из ближайших кустов выскочила огромная рысь, которая с яростным рычанием накинулась на ее обидчиков, раздавая оплеухи направо и налево. Лесная хищница довольно быстро восстановила справедливость и обратила негодяев в бегство. Никто из местных жителей не знал толком, откуда появилась эта рысь и каким образом она попала в поселок. И только внучка пожилой доярки, загадочно улыбаясь, знала, в чем было дело. А началось все это 3 года назад с того, что охотник из района нашел в лесу детеныша рыси, мать которого убили браконьеры. Отлично зная о том, что полуслепой старушке в поселке требуется котенок, охотник решил пойти на хитрость и продать ей рысенка. Поскольку старушка жила в одиночестве, обмануть ее для мошенника не составило большого труда. Воспользовавшись слабым зрением пожилой женщины, охотник забрал у нее последние деньги и вручил отчаянными укающего рысенка. Радуясь неожиданной удаче, мужчина в спешном порядке уехал в райцентр, а полуслепая. Старушка начала с трепетом и любовью ухаживать за своим новым питомцем. Лишь через месяц, когда к ней приехала в гости ее внучка, она узнала, что растит не котенка, а самую настоящую рысь. Внучка сразу заметила у малыша характерные кисточки на ушах. Я поняла, что ее бабушку обманули. Но за это время старушка так привыкла к своей питомице, что наотрез отказалась отпускать ее в лес. Прирученная лесная хищница очень любила свою хозяйку и ее внучку, которые заменили ей семью.
Именно эта рысь и спасла девушку от обнаглевших хулиганов, которых после изрядной дозы спиртного потянуло на подвиги. После случая с нападением слух ручной рыси мгновенно разлетелся по округе, превратив ее в объект внимания и любви. Сложно сказать, была ли права старушка, когда отказалась выпустить маленького детеныша рыси в лес. Скорее всего, женщина прекрасно понимала, что без помощи человека малыш попросту погибнет в дикой природе. Конечно же, запуская цепочку добра, женщина не могла знать о том, что через каких-то 3 года эта рысь спасет ее внучку. Поэтому, совершая хороший поступок, не стоит ждать мгновенной отдачи. Вместо этого лучше сконцентрировать свое внимание на том, кому в этот момент помощь нужна. Больше всего. Бумеранг добра рано или поздно сам найдет своего владельца. Если вы в конечном итоге столкнетесь с одним из этих животных, эксперты советуют вам медленно отступить, повернувшись к ним лицом, поскольку инстинкт охоты у кошки может пробудиться, если вы побежите или покажете спину. И, хотя громкие звуки могут помочь отпугнуть животное, эксперты считают, что лучше всего позвонить в агентство по контролю за животными, которое может отловить животное и надлежащим образом обработать его. В ответ на видео Имоджин Канчелар, биолог-эколог, написала в Твиттере, что рыси процветают в самых разных средах обитания и могут жить вместе с городской средой. Они наиболее активны в сумерках и на рассвете и проводят много времени, отдыхая в середине дня. Но для них нет ничего необычного в том, чтобы выходить на улицу, и это не указывает на болезнь, если вы ее видите. Она добавила, что они обычно не ищут людей. Большинство взаимодействий, о которых мы слышим, связаны с загнанными в угол животными, найденными в зданиях, или когда на домашних животных нападают. Рыси — сильные, громкие и неприятные животные, но они защитные животные, а не агрессивные животные, написала она. В феврале 2021 года фермер поймал голыми руками рысь, которая пробралась в его курятник и задушила 2 кур, а после отругал ее, словно это был шкодливый кот. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.